Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня очередное отчетное видео о моих готовых работах за прошедшую неделю, что я успела связать, что сделать. Также расскажу о том, как я сходила на ярмарку в субботу. Я считаю, что эта неделя у меня была плодотворной, я много успела что связать. Но сейчас я вам это быстренько покажу. Давайте начнем вот с этих носочков. Вязала их из пряжи. Так, вот у меня этикеточка. Нака Боха. Грей Мандала. Цвет называется. Color 82 453. Это носочная классическая пряжа. В 100 граммах 400 метров. В составе 75% шерсти и 25% полиамида. Вязала их на спицах 2,25 мм. Набирала 72 петли на каждой спице по 18. Вяжу на чулочных спицах. И размер у меня получился на 43-44. Это такие мужские носочки. На ощупь они такие шершавенькие, чувствуется прям присутствие шерсти, такие они пушистенькие, очень такие, как приятные на ощупь. Давайте сразу скажу про высоту паглинка. Это я обычно так вязала, прям высокие носочки, вот от края резиночки и до пола 27 сантиметров. И в длину стопы 27 сантиметров. Все здесь обычным способом связала. Резиночка 2 на 2, лицевой гладью, укрепленная пяточка, клин подъема. Все тут уже по своим стандартам, как я и вяжу все носки из секционной пряжи. И закрытие, вот мысочек иголочкой закрывала, и ленточный мысок. Видео про такие носочки у меня есть на канале. Видео называется «Носки от А до Я». Мы вместе с вами вязали такие носочки. Так, вот такие готовы. Да, кстати, пока не забыла, посмотрите, какую я купила коробочку сегодня. Она будет у меня прямоугольной формы с окошком. Мне нужно будет ее сложить. И в таких коробочках я упаковываю носочки на подарки. Туда кладу снежиночку еще для украшения, перевязываю веревочку. Когда-нибудь я вам покажу, как я упаковываю носочки. Так, дальше. Эта неделя у меня была в основном брелочная. Навязала много брелков, так как они на ярмарке пользуются спросом. Все-таки это не дорогой товар, и люди, конечно, в основном покупают брелочки. По крайней мере, чаще, чем большие игрушки. Вот такие придумались у меня радуги, щечки, глазки. Все как положено, 7 цветов. А третью сделала наоборот. Начала с красного и закончила фиолетовым. Вот такие 3 брелочка. Они так вот дугой провязаны. Набирала в начальное колечко 10, по-моему, столбиков прибавки, и потом через столбик, через 2, через 3 прибавочки делала, и вот получилось такой формы. Радуга, дуга, карабинчики, все как нужно. И сделала также из полукруга лягушонка. Такой фетровый язычок ему прикрепила, глазки лопастенькие, вот такие с ресничками приклеила, щечки пришила. Вот такой желтый, как брюшко, не знаю. И на подвесочке с карабинчиком. Вот маленькие брелочки. 9 сантиметров. Так, в прошлый раз у меня купили лягушонка. Я решила еще одного связать, но только сделала по-другому. Лапки вот сделала с 3 пальчиками, а ручки шнурочки. Вот надо ему, наверное, ротик еще вышить.
И носик. Что-то забыла. Так, сейчас надо сделать, доделать этот брелочек. Но он и так симпатичный. Также на подвесочке. Так, вот такой брелочек. У меня купили Пикачу. Я связала еще одного Пикачушечку. Вот такого. Брелочек. Он маленький. Вот от кончика ушка возьмем до донышка 8 сантиметров. Они красиво смотрятся на стойке с брелками. Я вам в это видео вставлю маленький кусочек с ярмарки. Так, навязала вот таких черепашек ниндзя. Это все брелочки у меня идут. Я не знаю, как их зовут. Там как у них Микеланджело, Леонардо. Их там 4 черепашки. Какие там еще-то у них были? Синие, красные, оранжевый и фиолетовый. Ну, вот у меня пока синий и красный. Поясочки им сделала. Животики. Глазки, бусинки. Так, вот такой побольше. Это уже не брелочек. Вот он с оранжевым у меня отделочкой. И поясочек я не вязала, а просто прикрепила тесемочку. Вот. А почему не брелочек? Потому что он у меня ростом вышел 12 сантиметров. Но это по другой схеме. Все они разные у меня. Вот этот побольше, вот этот чуть-чуть поменьше. Ну, кому какой больше нравится, тот такой купит брелочек. Так. Вот этот я вязала из плюшевой пряжи из Фикс Прайса. Просто хотела куда-то проэкспериментировать, как из нее вязать. Сразу скажу, что вот этот плюш мне не очень понравился. Ну, зеленый цвет хорошо подходит для ниндзя. Я решила для разнообразия связать и такого черепашку ниндзя. Пусть будет. Так, пушок. Ну, он такой крупненький. Ну, пусть будет все равно брелочек. 12 сантиметров. Вот, так что коллекция моя из этой же зеленой пряжи из Фикс Прайса связала вот такую жабку пузатенькую. Глазки приклеила. Носик вот тут у нее. Вязать их быстро. Крючок толстый. Раз-раз. И вот такая лягушечка получилась. Но это не брелок тоже. 10 сантиметров. У меня какие-то игрушки все зеленые на этой неделе. И котика черного с белым ушком, белый кончик хвостика, мордочка и глазки клеевые, носик вышитый. Также пусть будет вот такой котенок. Так, ну брелочки, наверное, все у меня. Вот я связала еще один брелочек, но вам не успела показать и даже его не сфотографировала. Это миньончик. Если вы знаете таких героев из мультфильма, они бывают двуглазые, одноглазые. Вот я вязала с одним глазиком, тоже такой крупный глаз был у меня, клеевой. Он в ободочке в сереньком, синий комбинезон. Но вот у меня, к сожалению, не осталось ни фото, ни видео с ним. Но, может быть, на видео с ярмарки он там будет. Я посмотрю это видео, уже не помню, в какой момент я там снимала. Но буду еще вязать таких миньончиков и одноглазых, и двуглазых. Дети проходят мимо и сразу обращают на них внимание. Вот. Так, это что касается брелочков. Так, сейчас уберу и подключусь. Так, ну и давайте, пока у меня бусики вот лежат на столе, я тут их приготовила. У меня дочь смастерила вот такие бусики и браслетики для детей. И я решила, что пусть также на моем прилавке будут и бусики. И вот они, кстати, пользуются спросом. Часики. Вот. Несколько купили вот таких украшений у меня девочкам. Нежненькие, посмотрите, какие они красивые. Я их продаю недорого. Такие маленькие браслетики. Ну, дети подходят сами, выбирают. Вот это из бусика, из бисера и ну, разные тут. С подвесочками есть браслетики. Разные. Кому какие нравятся. Яркие, розовые, деревянные.
Вот, ну и раз уж я продавала такие браслетики, я взяла свои финички, которые я давно плела. Посмотрите, какие они все красивые. Ну, вот это простая, я, наверное, когда только училась их плести. Вот разные интересные узоры. Я сейчас, если честно, уже и не помню, как их вязать, плести точнее. Это надо уже снова вспоминать и смотреть какие-то мастер-классы, чтобы повторить. Но уже повторить-то, конечно, не повторишь. И вот такой сложный уже узор также вязала в свое время. Я их тоже брала на ярмарку. И одну финичку мне, кстати, купили. Вот это сложная такая, видите, какая широкая она. Ну вот хватало у меня как-то терпения их плести. Сейчас, наверное, уже и не смогу. Вот. Ну, также пусть будут у меня они на моем прилавке торговом. Так, ну это просто я показала для информации, что можно вот так же, какое у меня было раньше увлечение. Так, бусики сейчас убираю. Ну а сейчас давайте я вставлю маленький кусочек видео с ярмарки. Я сняла его на скорую руку. У меня еще нет опыта съемки на улице. Но там и времени особого у меня нет на ярмарке. Ну, для общего представления, как выглядит моя витрина. Давайте посмотрим. Минуточку. И потом я расскажу, что мне удалось продать в этот раз. Так, я решила записать на всякий случай видео. Маленький кусочек. Потому что какие-то игрушечки продаются, а я их даже еще и не успела дома сфотографировать и оставить себе их на память. Вот у меня продался брелочек-миньончик. И что еще? Какой-то брелочек. А, котик сейчас продался, да. Бусики вот такие у меня. Дочка сегодня сделала. Малышам берут, маленьким девочкам. Так, опять же, какие были, я вот их не запечатлела. Черепашки ниндзя у меня новенькие. Вот такая жабка, розовый зайчик. Я их даже не успела дома сфотографировать. Так, что из нового? Вот такие радуги у меня с глазками. Сейчас стала вязать вот таких черепашек ниндзя. У меня их также тут несколько штучек. Лягушечку я новую связала. Так, радуга еще одна. Да, вот такой лягушонок у меня новый. Что еще из новенького? Так. Пантера розовая. Попугайчиков вот 2 осталось. Тут я воротничок повесила. И еще из нового у меня вот такой медведь большой. Он у меня в корзине сидит. Не буду сейчас его доставать. Он с длинными ножками. Потом, если он останется, я его покажу поближе. Вот эти машинки, всего 3 штучки у меня остались. Змеи. Так, змеи надо мне прибрать немножко. А то тут у меня люди подходили, их развернули. Надо змеиный узел завязать. Вот так, куколку сейчас купили в шапочке. Гуся обнимуся. Потихонечку что-то расходится. Ну, вот так выглядит мой стол с товарами на ярмарке. В этот раз у меня даже было 2 столика. Мне нужно было разложить браслетики, бусики. И, как вы заметили, у меня там стояла доска с брелочками. Я потом там немного переставила поудобнее, чтобы было видно ловцы снов. Не знаю, на видео это видно, не видно было. Была очень солнечная погода, и, конечно, яркий свет как-то он слепит и засвечивает видео. Но я думаю, вам было все понятно и понравился мой столик. Так, и что же мне удалось продать в этот раз? Ну, вот, как я сказала, бусики, браслетики. Далее листик. Да, листик вязаный кленовый один. Вот видите, листики потихоньку уходят. Сама записала листик и уже не помню, что за листик у меня был. Дальше 2 салфеточки маленькие, бежевая и крем-брюле. Угу. Так, вот салфеточки. Я даже не смогу, наверное, вставить фото, потому что не помню, какие салфеточки ушли. У меня их целая коллекция, как вы знаете, мы вяжем вместе с вами салфетки малышки от Патрисии. Вот какую из них взяли, я даже и не помню. И бежевые также у меня был там комплект, 3-4 штучки, они все разные. Какая вот из них ушла, я не знаю. Ну, кленовые листочки, все помнят их. Дальше гусь обнимусь. Сейчас фотографии я прикреплю на экране.
Такой большой был, прям пушистенький у меня. Купили. Дальше куколка в шапочке. Мы с вами вместе вязали Эльзу. Там у нее кофточка, сарафанчик, шапочка, шарфик, башмачки. Вот эта куколка у меня ушла. Мне прям даже было жалко с ней расставаться. Вот миньончик, брелочек, про который я уже сказала, что мне его купили. Дальше котик, бежевый брелочек. Вот зайчик в юбочке, который я вам показывала в последнем видео. Вот его сразу купили. Вот надо таких зайчиков мне еще вязать. Купили его для девочки маленькой, ей полгодика. Как для фотосессии. Такие вот все-таки нежные игрушечки хорошо смотрятся. Так, сейчас также я фото поставлю на экране этого зайчика. Дальше носочки детские. Этой же девочки взяли маленькой. Но они были великоваты, носочки взяли и на вырост. Все-таки полгодика это вообще совсем малюсенький размер. Надо мне вот таких маленьких носочков навязать. Пчелка, брелок. Вот ее я даже также не сфотографировала. Вот если есть на видео, значит есть. У меня вот, к сожалению, не осталось на память. Рыбка, брелок. Также мы с вами их вместе вязали. Еще одни детские носочки. Так, кто купил, я не помню. И какие. Так, посмотрю сейчас в своем каталоге. Брелочек Тотора. Сейчас он на экране. Купили его. Это одна женщина купила брелочек Тотора. Итальянские мужские носки. Ой, это вообще моя любовь была. Я отдавала их, скрипя сердце. Мне самой было так жалко эти носки отдавать. Но я понимаю, что сколько у меня носков дома. У меня же не может там пачками. Но она очень была довольна, что такие носки, они прям на ощупь были. Это самая моя пряжа фаворит была. Носочная пряжа Аркобалена. Вот у меня их купили. Сейчас также поставлю фотографию этих носочков. Да, на вид они, может быть, и не совсем как-то нарядные, но на ощупь это просто сама нежность, мягкость. Я представляю, как ножкам будет приятно в этих носочках. Так, и вот она же купила машинку брелочек. Вот. Я вам перечислила из своего волшебного блокнотика, что я тут продала. Но я считаю, что очень хорошо я тут наторговала. Хороший день был. Много народу было в парке. Погода великолепная. Я очень довольна этой ярмаркой. В воскресенье у нас ярмарки не было, так как у нас был футбол. А в день, когда у нас проходят матчи на стадионе, у нас парк находится недалеко от стадиона, в парке ярмарки не проводятся в день матча, когда играет наша команда «Факел». Мы ходили с мужем на «Факел», на футбол, но в воскресенье был у меня выходной. Я вообще ничего не вязала. Нет, вечером я пришла, все-таки вчера в воскресенье немножко повязала. А что я повязала, я вам сейчас расскажу. Ну, давайте покажу вот эти открытки, которые я разложила на столе. Я их также заказывала на Валберес. Это открыточки небольшого формата, 7 на 10. Их 30 штучек, каждого вида по 3 штучки и 10 разных картинок. Я просто влюбилась в эти открытки. И когда у меня на ярмарке покупали какие-то такие уже более дорогие покупки делали, я давала в подарок вот такие открытки. И я предоставляла, говорю, вот пачка открыток, говорю, выбирайте, какая вам больше нравится. И люди, мне кажется, дольше выбирали открытку, чем носки. Вот просто невозможно насмотреться, наглядеться на эти открытки. Посмотрите, какие они красивые. Вот эти зайчата, какие-то вот сцены из жизни. Тут вот окошки горят, зимние, вот какая-то такая атмосфера. Тут зайчики по нотам поют. Какой-то компотик, фонарик. Вот это каждую открыточку можно рассматривать. И говорю, вот люди так рады были этим открыточкам. Это такая вот мелочь. Вот посмотрите. Какой-то мешок с подарками. Тут клоун, носочки висят. Какая-то тут труба, посылочка. И в пижамке. Какая-то розочка вышитая, картина на стене.
Тут каждую открытку можно рассматривать. Тут зайчики кувыркаются, мышаты ручкой машут. Солнце, видите, закат на закате. Тут какие-то белочки бегут. Прелесть. Так что вот у меня такая находка. Давайте в подарок моим покупателям. Ну, не всем покупателям. Конечно, если покупают какой-то брелочек там за 150-200 рублей, такую открытку я... Жалко мне подарить. Вот. Так что ненадолго хватит таких открыточек. Еще закажу наборчик. Там есть и другой вид этих открыточек. Это вот зимняя серия, а там есть еще такая или весенняя, или летняя. Вот надо сейчас я видео запишу и пойду куплю еще пачку таких открыток. Но каждого вида я, наверное, себе обязательно оставлю. Вот надо сразу отложить, пока не забыла также. Пусть у меня такие открыточки будут. Я вообще в детстве собирала открытки. Когда-нибудь я вам покажу. У меня такие старинные советские открытки есть. Если вам интересно, пишите в комментариях, и мы вместе с вами рассмотрим эти открытки, поностальгируем. Там и новогодние, и с 1 сентября, с 8 марта. Это прям такая сразу атмосфера душевная, когда вот разглядываешь эти открытки, перебираешь. Ну, может быть, вместе с вами их посмотрим из моей детской коллекции. Так, ну и вот пока у нас тут бумажная продукция, сейчас похвастаюсь, вот такими визиточками у меня появились. Также я их раздавала, кто просил мои контакты. Тут у меня ссылка на WhatsApp, на ВКонтакте и Инстаграм. Вот такие визиточки у меня. Так, это я рассказала. Далее, раз я вам уже сказала, что я вязала вчера, в воскресенье, носочки. Вот я довязала носки, и сейчас вот они у меня высохли сегодня. Я вам их сейчас покажу. Снимаю с блокатора. Вот и второй носочек. Так. Вот они у меня высохли, распушились, раскрылись. Посмотрите, какая это прелесть. Я их очень долго вязала. Это не то, что я на этой неделе. Я их, наверное, начала вязать уже недели 3 назад. И по чуть-чуть вязала их на ярмарке. Сидела и вязала. И вот, наконец-то, я их довязала. Эти носки связаны из пряжи Лана Гросса Мелинвейт. Цвет сейчас я вам не могу сказать, но у них все оттенки красивые, какой бы цвет ни взяли. Если я найду потом этикетку от этой пряжи, я их не выбрасываю, но где-то сейчас она у меня затерялась. Я потом подпишу под видео, когда попадется мне этикетка на глаза. Я даже для себя хочу на память знать, какой это колор. Какие же они приятные и какая благородная расцветка. Да, все носки, конечно, вот из Ализе, они яркие, красивые, но вот эти именно они какие-то интеллигентные, вот прям так все вот цвета сочетаются между собой. Такие нежные они, вот какой-то ненавязчивый такой узор. Но я их связала мужские. Как ни странно, вроде бы как расцветка женская, но мне вот захотелось именно вот побаловать наших мужчин и связать такие носки для мужчин именно. Вот не знаю почему, но вот решила, что пусть будут мужские. Может быть, потому что у меня женских пока еще есть в ассортименте, а мужские все-таки у меня подразобрали на ярмарке. И вот мне надо пополнять детские. У меня детских очень мало осталось носочков. Нужно вот заняться вот этим. Я буду заниматься детскими носками. Но сейчас чуть попозже я расскажу про это. На этой неделе буду вязать детские носки. Так, ну давайте померяем. Это также размер. Но я их только что сейчас сняла с блокатора. Они у меня еще растянутые на максимум. Вот они немножечко полежат. И на полразмерчика, на размерчик они как бы стянутся, уменьшатся. Но вот пока, как я вижу, мне кажется, это вот 43-44 размер. Ну, может быть, 45. Ну, потом они немножечко отлежатся. Я померяю их. И поточнее могу сказать размер. Также сделала высокий паголенок. Мне вот нравится, когда носочки высокие. Все-таки это зимние. Это если бы носили
с кроссовками, то можно покороче. Да хотя сейчас и с кроссовками также носят и высокие носки. Так, высота. Сейчас линеечку возьму. Паглинка также. Сколько тут у меня получилось? Ну вот 27 сантиметров. Ну и стопа пока, вот даже для интереса, как они у меня подсядут. Вот сейчас на данный момент они 29 сантиметров, вот смотрите. Ну вот потом я хочу сама для себя даже посмотреть, как они у меня уменьшатся, до какого размера. Также все, у меня тут резиночка 2 на 2, первая скрещенная, лицевая гладь, пяточка такая аккуратная. Стенка пятки укрепленная, пяточка подкова, кругленькая вот такая. Ну, хорошие носочки. Ой, какие же они приятные на ощупь. И вот видно, что они теплые. И притом тоненькие. Их и в обувь носить, и по дому ходить, у камина. Ну, прелесть, красота. Сама смотрю, как такая корова нужна самому. Когда я носки на ярмарке продавала, женщина говорит: вам, наверное, жалко. Я говорю: да, конечно, жалко. Сама смотрю, чуть не плачу. Ну, отдала все равно эти носки. У меня, конечно, повтора этих носочков не будет, но есть похожая пряжа. Свяжу еще такие носки. Так, про носки рассказала. Я думаю, вам тоже они нравятся. Ой, прелесть. Глажу их прям и наслаждаюсь своей работой. Сама себя не похвалишь. Так, вот 2 пары у меня готовы на этой неделе. Сейчас покажу еще игрушечку, которую я на ярмарку с собой также брала. Новую я связала. И даже не одну, я 2 игрушечки, еще 3 связала даже. Вот такие 2 маленьких зайчика. Но это именно для ярмарки я вязала. Вот такая белая плюшевая игрушечка. Так, что же у меня без хвостика? Почему-то я все время забываю хвостики вязать. Вот дела, надо сделать хвостик. Это прям моя какая-то беда. Так, размер его от кончика ушек и до лапки 21 сантиметр. Сделала ему шарфик шерстяной. Утеплились мы на зиму. Все-таки скоро уже морозы. Надо уже готовить теплую одежду. Вот такой зайчишка. И вот такой розовенький. Сделала ему лапку из нежного розового, а сам он такой более яркий. Так, пушок уберем, такие ниточки. И ушко. Одно как лапка. Атласная ленточка. И тоже без хвостика. Давайте не буду мерить с ушками, а вот просто от макушечки. Потому что ушки все равно висят, они не стоячие. Если у этого зайчика ушки стоят, поэтому я мерила от кончика ушей, то здесь буду мерить от макушечки и до лапки. Ну вот 19-20 сантиметров зайчик. Тут бусинки, а здесь глазки на безопасном креплении. Вот. Может быть, ему какой-то малиновый шарфик связать к зиме тоже. Такой зайчонок тоже хорошенький, сидит у меня на прилавочке. Вот такие 2 игрушечки маленькие готовы. И связала одну большую игрушку. Сейчас я вам ее покажу. Я вам в одном из видео показывала обзор магазина игрушек вязаных. И там я подсмотрела идею. И сейчас я вам покажу вот такого медведя. Он очень большой. Вот такой длинный. Сейчас немножко камеру вверх подниму, чтобы он весь поместился на экране. Ну вот такой красавчик у меня получился. Посмотрите, какой он хорошенький. Мишутка. Такое впечатление, что я вязала его из остатков пряжи. Но это на самом деле не так. Я открывала наоборот новые мотки. И вот этот зеленый новый моток, и вот этот у меня новый, и желтый новый. Ну вот персиковый у меня, розовый новый, да. Персиковый это у меня уже остатки от другого проекта, от других зайцев. Даже голова у него в полосочку. Видите, как низ шейки. Бирюзовый, потом персиковый, розовый. Но имитация как будто связана из остатков. На самом деле не так.
Очень нарядный. Дети проходили на ярмарке, смотрели на него. Я ему привязала такой нарядный бантик блестящий. И опять он у меня без хвостика. Да что ж такое? Вот такой у меня миленький медвежонок получился. Рост его. Давайте померяем. Так, линеечку берем свою. 44-45 сантиметров. Такой малыш-то, не маленький, как новорожденный почти. Ну, прелесть. Он прям стоял у меня в корзинке, смотрел на всех проходящих ребятишек, махал им ручкой, дети пальчиком на него показывали. Хороший Мишутка. Но он у меня не дешевый, конечно, его сразу так и не купили. Но найдется покупатель и на этого медвежонка. Мне он очень понравился. У него такие длинные ножки. Он как-то смотрится красиво в кадре. Его и за руку можно держать, и под ручку как-то. Ну, такой он прям хорошенький. Мишутка. Прелесть. Так. Ну и раз у меня написано на визитке изделия, вязаные с любовью, я вам покажу еще свой проект. Эту кофточку я вязала давно уже, она у меня лежала. Вязала ее просто так, для души, не для кого. Просто захотелось разобраться, как вязать плечевые изделия, как вывязывать росток. Ну вот все тут вязала по видео мастер-классу из Ютуба. Это маленькая кофточка. Пришила, посмотрите, какие пуговички. Чередовала. Розовенькая, коричневая. И брала эту кофточку с собой на ярмарку. И, как ни странно, я даже не ожидала, очень много людей обращали на нее внимание. У нас все-таки парк детский, много гуляют с детьми. Смотрели эту кофточку. Но единственное, что кто хотел ее купить, не подходила она по размеру. Вот. Или кому-то велика, были очень маленькие детки, или наоборот, ребеночек покрупнее, кофточка мала. Ну, кому-то подойдет такая кофточка. Ну, прелестно. Посмотрите, какая рукавчик реглан. Я не знаю, вот, чтобы повторить эту кофту, я найду это видео на ютубе или нет, но я уже, наверное, года 2 назад ее вязала. Вот она тоже. Это итальянская пряжа, шерсть здесь 80%. Вот не знаю, на какой это размер и рост. Давайте просто скажу я длину. Вот от шейки и до краешка рукава. 27 сантиметров. И другой размер возьму. Так, вот от плеча и до низа. Вот так. Вот 30 сантиметров. Мне кажется, она и на годик велика, может быть, на 1,5 годика. Ну, кто мамы знает размер своих детей, я думаю, они представляют, подойдет их ребенку эта кофточка или нет. Такая она приятненькая, цвет нейтральный. Я люблю вот такие расцветки спокойные, чтобы были не вырви глаз, а вот именно в таком в рустикальном стиле. Такая прелестная кофточка. Так она выглядит со стороны спинки. Вся такая аккуратненькая. Регланчик у меня хорошо получился. Ну, очень подробный был мастер-класс, все понятно. И у меня получилась эта кофточка с первого раза. Она вроде бы и простая, а вот пуговички ее вот украшают. Все равно какую-то изюминку добавляют. Застегивается она на женскую сторону. Я не знаю, для детей это актуально, не актуально. Женская, мужская сторона. Так. И связала вот такую кофточку. Она уже побольше. Но это ализе. Здесь 20% шерсти. И 80% акрила. По-моему, такой состав. Меланжевого такого цвета. Я думаю, вы знаете эту пряжу.
Она уже потолще, чем вот эта кофточка маленькая. И связала я ее на мужскую сторону для мальчика. Наверное, даже... Да нет, мастер-класс другой. Здесь полосочек нету. Здесь как-то по-другому. Тут уже, наверное, принцип провязывания такой же. А узор немножечко я тут изменила. Вот я уже подобрала пуговицы. Вот надо мне их найти, куда я их спрятала. Пришить. Там коричневые пуговички. И хочу украсить эту кофточку вышивкой. Вот я не знаю, хочу или ежика, или лисичку. Но если для мальчика, наверное, ежика лучше вышить. Или какие-то желуди, или дубовые листочки. Вот решаю, какой мне здесь рисунок вышить. Гладью, наверное, буду вышивать. Я почему не пришиваю пуговицы? Потому что хочу вначале посмотреть на вышивку, каким цветом она у меня будет. А потом уже пуговички я под вышивку буду подбирать. И какой размер? Ну, это может быть даже уже на 2,5, на 3 годика. Я даже не знаю, у меня маленьких детей нету. Я не очень уже ориентируюсь в размерах. Ну, давайте вот так же вот от горловины до рукава 35. Хочу к следующей ярмарке эту кофточку я доделать. И длина самой кофточки у меня получается от плеча 38 сантиметров. Свет немножечко на камере. Сейчас яркое в окно такое отражение идет. Он как-то более серый. На самом деле она может быть больше как с коричневинкой пряжа. Ну не знаю, может быть и правильно отображается у вас на мониторе. Я не знаю. Так, вот такая хорошая кофточка. Тепленькая, она не колючая. Я ее уже постирала. Вот осталось сделать вышивку и пуговицы пришить. Я не знаю, буду еще кофточки вязать, не буду. Но меня на ярмарке часто спрашивают: вы вяжете детскую одежду? Я говорю, нет, не вяжу. А потом вспомнила, что у меня лежат эти 2 кофточки. Надо их довести до ума. И также, может быть, кто-то и купит эти изделия. Так. Ну, вроде бы я вам все рассказала. Посмотрите, как с браслетиком, девочки. Вот. Кулончик такой. Лошадка. А, нет, собачка это. Угу. Часики разные тут, браслетики. Тут листик, кулончик. Видите, как придумала у меня дочь. Так, ну все, я вам показала, что успела сделать. Рассказала. Да, и еще хочу на этой неделе вязать детские носочки, и буду их вязать из остатков пряжи. Если вам интересны мои такие идеи, я хочу вместе с вами подбирать пряжу, комбинировать. Будем вместе смотреть, какие сочетаются. Просто у меня столько собралось остатков, что мне нужно их завязать, а потом уже начинать новые мотки. А то потом я вообще, черт голову сломит, я не разберусь ни в пряже, ни в чем. Вот, и будем тогда вместе с вами вязать такие детские носочки. Но даже не вязать, а просто подбирать и рассматривать, что получается, когда мы комбинируем разную пряжу. И, может быть, в следующем видео я покажу, как я меняю пряжу, отрываю кусочек, присоединяю другую. Вот этот процесс присоединения нити другого цвета. Вот. И еще что хочу рассказать. Я вам показала в последнем видео, сколько у меня носочной пряжи в запасе. И что же вы думаете? Видео выложила и пошла, заказала еще 2 вида носочной пряжи. Вот такой у меня. Мне кажется, видео уже получилось слишком длинным, поэтому буду закругляться. Спасибо, что досмотрели его до конца. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Всего вам самого доброго, всем хорошего настроения. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!